Всем привет! Я Никита Покусай, прорайдер команды Stun 40-12. Сегодня поделюсь опытом, как освоить круги на заднем колесе. Я рекомендую сразу же осваивать систендер позицию, когда обе ноги стоят на торце пассажирского сиденья. Я не советую тратить время на то, чтобы одну ногу втыкать в сидушку, ставить на сабкейдж слева или справа, неважно. И тем более ставить и учиться ехать круги на заднем тормозе. Потому что на заднем тормозе, на моем опыте, это сложнее, освоить ногу. И там немного трюков. Если вы освоите дублер, правильно будете пользоваться дублером, сцеплением, там трюков намного больше, и нога потом придет, круги на ноге придут намного быстрее, когда вы уже будете уверенно ехать левые или правые круги на дублере. Начинайте тренировать круги, когда вы уже уверенно едете по прямой, можете замедляться, ускоряться, в идеале вы можете остановить мотоцикл на сцеплении на заднем колесе. Подробное видео о том, как ехать уверенно по прямой в систендер позиции, смотрите на канале Stantex.ru. У вас на мотоцикле должен быть установлен дублер, не обязательно такой навороченный, как у меня, даже в принципе подойдет один суппорт. Я бы обязательно советовал, чтобы один палец у вас лежал на сцеплении, один на дублере. Уходить от того, что отпускаешь сцепление полностью, руку перекладываешь на дублер, либо отпускаешь сцепление и только потом берешься за дублер. Все прорайдеры катаются именно один палец на сцеплении, один палец на дублере. Но при полном выжиме сцепления дублера у вас должна оставаться возможность отпустить сцепление. То есть пальцы ваши не должны пересекаться. Дублером вы не должны прижимать себе палец, который держит сцепление. Используйте дорожную резину, желательно известных брендов, и я бы советовал поднять давление в колесе до 1,8 и 2 атмосфер. Возможно, на первых этапах вам будет сложнее кататься на таком высоком давлении, но в перспективе вы сэкономите себе уйму времени, потому что, потратив время и вкатив круги на маленьком давлении, вам все равно придется накачать колесо и осваивать круги заново. Поднимите холостые до 4-4,5 тысяч оборотов. Это делается для того, чтобы уйти от работы газом и максимально сконцентрироваться на работе дублером. Заход в круг происходит на максимально низкой скорости. И когда мотоцикл находится в отрицательном угле, но из этого угла вам нужно быстро возвращать мотоцикл дублером, чтобы мотоцикл не остановился. И именно вот в эти моменты, когда вы возвращаете мотоцикл дублером и опять закидываете его в отрицательный угол, от этого мотоцикл будет ехать. И у вас будет возможность ехать по дуге. Не пытайтесь заходить в круги на высокой скорости, потому что скорость, на которой вы ездите по площадке, скорее всего, высокая. У вас получится первая дуга, но вас выкинет на наружную сторону. Ноги старайтесь выпрямить, чтобы ваше тело было расслаблено и вы балансировали именно смещением тела, а не приседанием на левую или на правую ногу. Чтобы зайти в круг, вы зашли в отрицательный угол, снизили скорость, перенесли вес тела. И еще очень важный момент – взгляд. Вы должны всегда смотреть туда, куда вы собираетесь ехать. Смотрите в сторону поворота для того, чтобы оставаться в круге. Я советую делать круги, осваивать с прямым рулем. По первости, вам может показаться, что проще упереть руль в ограничитель и не тратить на это свое время и внимание. Но в дальнейшем вам придется потратить много времени, чтобы выпрямить руль и научиться им балансировать, потому что именно здесь множество трюков, когда руль прямой, а не упертый в ограничитель. Сторона поворота – это индивидуальный момент, ехать влево или вправо. Я бы советовал инвестировать время в то, чтобы освоить левые круги. В левых кругах намного больше трюков, но на первых порах вам может показаться, что правые круги ехать легче. Но я бы советовал осваивать левые.
В процессе тренировок у вас два варианта, как опустить мотоцикл. Либо зажав сцепление и дублер назад, либо дать газу и опуститься вперед на два колеса. Я бы советовал останавливаться на бугеле, то есть зажав сцепление и дублер, потому что вы зажали сцепление, дублер, опустили мотоцикл. Если что-то пошло не так, вы отошли, мотоцикл статичен. А когда вы опускаетесь газом вперед, это чревато последствиями, потому что мотоцикл и так находится в угле, вы еще интуитивно абсолютно всегда будете давать газ и можете разбиться. Чтобы зайти в круг, вы снизили скорость, зашли в отрицательный угол, сместили тело в сторону поворота, взгляд смотрите в круг и начинаете ехать дугой, прямой. Максимально минимизируйте вот эти прямые, чтобы ваши дуги превратились в идеальный круг. Поначалу ваш круг будет похож на повороты и прокаты по прямой. И он будет происходить во всю ширину парковки. И старайтесь минимизировать радиус и прийти к хорошему чистому кругу и убрать из этого круга вот эти прямые. Но в дальнейшем умение выходить из круга напрямую вам пригодится в распрыжках и еще некоторых трюках. Важный момент, чтобы в процессе тренировок вы всегда следили за углом. Всегда давайте угла, потому что именно в этот момент вы начнете поворачивать. Четкого алгоритма действий нет. Вам много времени придется потратить на тренировки, много времени провести на площадке, многое понять интуитивно. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы вы умели делать восьмерку на заднем колесе, и смена направления у вас происходила через выжим сцепления. Круги и элемент восьмерка через выжим сцепления – это база для множества трюков, которые вы в дальнейшем освоите очень быстро. Надеюсь, информация была полезна. Следите за моими выступлениями и подписывайтесь на канал.